Всем привет, меня зовут Татьяна. Мой канал посвящен вязанию крючком, но сегодня мы будем не вязать, а шить подкладку для шапки. Мастер-класс по такой шапочке есть на моем канале. Ссылочку я оставила в описании. Связана она из меховой пряжи крючком. Вяжется очень быстро и очень просто. И помимо этого она еще и очень актуальна в этом сезоне. И подкладка для этой шапки делается тоже очень быстро и очень просто. И при этом не обязательно иметь швейную машину. Можно сделать подкладочку вручную, сшить вручную точнее. Итак, вот я вам покажу, как выглядит подкладка. Это у меня детские шапки для моих детей. Вот сыну я уже сделала подкладочку, а на примере дочкиной сейчас буду показывать вам. Вот таким вот образом выглядит подкладка. Итак, прежде чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Всем приятного просмотра! Итак, что же мне понадобится для работы? Это, конечно же, в первую очередь ткань. Я выбрала хлопковую трикотажную ткань, которая хорошо тянется. Посмотрите, какая она эластичная. Вот для подкладок нужно выбирать именно такие ткани. Либо, если вы хотите сделать прям очень теплую шапку, то берете флисовую ткань. Далее понадобится сантиметровая лента, нитки с иголкой в цвет подкладки, мел, ножницы, естественно, и портновские булавки. Итак, вот посмотрите, я уже выкроила деталь для подкладки. И сейчас расскажу вам, как определить размер этой детали. Значит, высота – это высота вашей шапки от макушки до края. У меня, так, сейчас, 20 сантиметров. И прибавляю еще 2 сантиметра для швов. То есть у меня высота 22 где-то. Вот, 22 сантиметра. Далее. Ширину детали я определила, исходя из размера головы ребенка. У моей дочки 50 сантиметров окружность головы. То есть, по идее, я должна сделать деталь шириной 50 сантиметров. Но так как у меня ткань очень эластичная, то я сделала эту ширину на несколько сантиметров меньше. Вот она у меня 20, ну почти 24, умножаем на 2, 48 сантиметров. Но это уже с припусками на швы, то есть без швов это где-то 46 сантиметров. Итак, с этим понятно. То есть еще раз, высота у меня 22 и ширина у меня 24 с учетом припусков на швы. Теперь первое, что я делаю, это сразу делаю шов вот здесь вот на боковой части. Я сделала шов на машинке, но вы можете сделать и вручную. Когда подкладка пришьется к шапке, все эти швы будут находиться между подкладкой и шапкой внутри, то есть их вообще будет не видно. Так, теперь что я делаю дальше? Я складываю эту деталь вот таким вот образом. Раз и два. Так, смотрите, вот здесь вот располагаю вот этот край прямо вровень шву. Вот. Таким вот образом. Теперь беру мел. Так, можно взять еще, конечно, линейку, либо сантиметровую ленту. И вот так вот измерить. Вот у меня, например, 11 сантиметров. Нужно наметить серединку. Вот. То есть серединка у меня будет вот здесь вот. Где 5,5. Так, теперь от этой серединки я делаю вот такие вот небольшие скосы. Так, дальше переворачиваю шапку. Здесь также от шва до края намечаю серединку. Ну, она везде, в принципе, будет 5,5 сантиметров. Также делаю такие же скосы. Так, все наметили. Теперь
складываем другой стороной и здесь делаем то же самое. Вот, посмотрите, что в итоге получается. Вот такая вот разметка с обеих сторон. Да, единственное, что здесь надо сказать по поводу вот этих скосов. У меня макушка на шапке, посмотрите, она такая плоская, круглая, плоская. А если у вас, поэтому я делаю скос вот такой вот небольшой. Если у вас шапочка бини, например, которая плавненько вот так вот закругляется к макушке, то, соответственно, вам и скос нужно будет делать побольше. Ну, где-то сейчас вот так вот, например, да. Вот, то есть можно вообще в идеале прикладывать шапку к детали и прямо по форме шапки делать этот скос. То есть нужно, чтобы подкладка полностью повторяла форму шапки. Теперь по этим размеченным линиям я вырезаю. В принципе, тут можно было разметку сделать только с одной стороны, не обязательно с обеих. Ну да ладно. Вот такая получается деталь. Вот, посмотрите, как ее не расположи, она все время будет такой формы. Теперь вот здесь внимание. Берем нитку с иголкой, либо швейную машинку и сшиваем сначала одну сторону, вот эту. Так, теперь берем следующий уголочек и пришиваем сюда. Вот так. То есть вот здесь прокладываем шов. Вот так. Теперь берем следующий свободный уголочек, сшиваем вот здесь. Так, смотрите, и остается последний шовчик вот здесь. Все, посмотрите, что получается. Теперь выворачиваем и смотрим. Вот видите, у меня она получилась такая как бы с плоской макушкой, так же как и шапка. То есть я сделала ее такую намеренно. Если вы сделаете более такой крутой скос, то, соответственно, она будет и более округлой. Все, теперь осталось только пришить подкладочку к шапке. Да, если необходимо, то ее, конечно же, можно отпарить утюжком, чтобы все швы разгладились, и потом уже пришивать. Так, пришиваем подкладочку. Выворачиваем ее обратно на изнанку. Шов я буду располагать на задней части. Так, примеряем. Теперь берем портновские булавки, подгибаем край. Здесь подгибаем столько, сколько необходимо для того, чтобы подкладка села четко по размеру. Так, смотрите, приколола с 4 сторон и проверила, хорошо ли подкладка сидит в шапке. И после этого начинаю пришивать. Ниточку я взяла в 2 сложения. И пришивать буду обычным швом, довольно простым, который мы используем, наверное, чаще всего. Так, шов, который называется «Назад иголка». Так, там подхватываю, естественно, вязаное полотно. Таким вот образом делаю шов. Так, теперь здесь маленький шажок назад, а внутри большой шаг вперед.
Здесь можно также использовать еще и потайной шов, но я захотела пришить именно так в этот раз. Видеоурок по потайному шву у меня тоже есть. Можете посмотреть мой мастер-класс по пришиванию подкладки к сумке. Он находится в плейлисте подкладки. Вот можете зайти туда и посмотреть. Потайной шов вообще, то есть там получается вообще не видно никаких швов. То есть он пришивается вот прямо вот здесь вот по торцу подкладки, и его практически не видно. Ну вот и все, друзья, подкладочка готова. Как видите, это очень просто и очень быстро. Я сделала ее буквально за полчаса, наверное, если не быстрее. Ну что ж, я надеюсь, что была для вас полезной. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока-пока.